Вы когда-нибудь задумывались, почему высокие головные уборы раньше были в моде по всему миру, особенно среди богачей и знати, а сейчас от такой моды не осталось и следа? Максимум можно взять, например, монаршее семейство Великобритании, других европейских стран, и увидеть маленькие шляпки, тиары, широкие объемные ободки у женщин. Хотя раньше, еще какие-то 100-200 лет назад, в тренде были высокие шляпы-цилиндры у мужчин, а у женщин высокие экстравагантные головные уборы и прически в стиле «взрыв на макаронной фабрике» высотой с 5-этажный дом. Причем такая мода на высоту на голове преследует человечество еще с древних времен. Вот, например, египетские фараоны носили высокие шапки. Не совсем понятно, как вообще эти штуки держались на голове. Или Вавилон. Тоже что-то похожее. Еврейские фарисеи тоже на стиле. И даже скифы со своими колпаками туда же. А как вам древнекитайская мода, которая сошла на нет относительно недавно? А вот средневековый европейский вариант. Откуда такая тяга зрительно удлинять форму головы? И почему эта тенденция сохранилась почти у всех народов долгие столетия? Откуда первоисточник такой странной моды? Можно было бы списать на то, что просто в высоком головном уборе невозможно нормально пахать, строить и вообще делать любую физическую работу. Поэтому высокие штуки на голове, скорее всего, олицетворяли власть и отдаленность от простого народа. Но оказывается, одних головных уборов им было мало. Многие народы, включая индейцев обеих Америк, скифов, жителей Африки, Древнего Египта, имели странную традицию сжимать младенцам головы так, чтобы в итоге черепная коробка вытягивалась вверх, и такие люди напоминали людей из фильма про яйцеголовых. Любопытно, что чаще всего подобные манипуляции проводили в сословиях жрецов и тех, кто приближен к власти. Вот барельеф с изображением фараона Эхнатона и его семьи. Теперь становится понятно, каким образом эти высоченные шапки держались на головах фараонов. Причем здесь такое ощущение, что черепные коробки не только сужены, но еще и больше по объему, что не свойственно для нормального человека. Но может нам просто показалось? В 1920-х годах перуанский археолог по имени Хулио Сезара Телья обнаружил настоящий подземный некрополь в перуанском городе Паракас. Содержание гробницы, в которых покоилось порядка 400 мумий, поставило экспертов в тупик. У большинства из них были необычные удлиненные черепа. Более того, многие из них были трепанированы, то есть еще при жизни подвергались хирургическим операциям. Любопытно еще и то, что рядом с некрополем не было найдено никаких людских поселений. В каждом погребальном склепе имелось около полусотни ценностей: оружие, инструменты, богатые украшения из золота, посуда и шкуры лама. Большинство мумий было укутано тончайшими полотнами, сотканными из тончайших разноцветных нитей. Площадь некоторых полотен превышала 300 квадратных метров. Большинство черепов были не просто удлиненными. Такой же эффект можно было получить с помощью перевязывания головы или сдавливания ее между двумя дощечками. Странно то, что объем черепной коробки у древних паракасцев на 25% больше и на 65% тяжелее, чем у людей. Но может быть это результат какой-то мутации. По словам археолога Клауса Донне, уникальные черепа содержат одну теменную плиту, а не две, как у человека. По данной теме в Лос-Анджелесе, США, был проведен симпозиум, где эксперты объявили о новых результатах исследования ДНК этих черепов. Основными докладчиками мероприятия были ученые Марзуле и Фёрстер. Как сообщает Megalite Marvels, Брен Фёрстер, автор нескольких книг по этой теме и признанный эксперт по черепам из Паракаса,
опубликовал результаты анализов. Анализ ДНК удлиненных черепов из перуанского некрополя показал, что они не являются родными для этого региона. Например, исследование удлиненного черепа с рыжими волосами продемонстрировало, что генетический материал имеет митохондриальную гаплогруппу У2Е, которая, скорее всего, возникла где-то на Кавказе. Некоторые анализы ДНК показывают, что удлинение, существующее на черепах Паракаса, было результатом не искусственной черепной деформации, а было обусловлено генетикой. Фёрстер заявил: результаты ДНК на самом деле были невероятно сложными. Мне понадобится время, чтобы понять, что они означают. Они точно показывают, что удлиненные черепа принадлежали тем, кто не был стопроцентно коренными американцами. Они были микс или даже в некотором роде гибрид разных генетических видов людей. Это выглядело так, как будто все известные расы людей были выведены в одной расе длинноголовых. В мире известны сотни длинных черепов. Искусственную деформацию всегда можно отличить от естественной биологической формы. Примерно 10% всех таких черепов были такими уже от рождения. В книге 1851 года, издание под названием «Древности Перу», авторы приводят изображение еще не родившегося 7-месячного младенца в утробе мумифицированной матери. У него такой же вытянутый, увеличенный в объеме череп, как и у взрослых паракасцев. При этом авторы издания указывают, что такое же доказательство можно найти и в другой мумии, которая хранится в музее Лимы в Перу. Среди перуанских находок есть совсем шокирующие. Американский криптозоолог Ллойд Пай, специалист по анализу удлиненных черепов, завершил ДНК-исследование еще одной уникальной мексиканской находки – странного черепа, похожего на человеческий. Размерами он напоминает череп ребенка, но имеет труднообъяснимые странности в строении. Его назвали черепом звездного ребенка или Star Child. В результате исследования было установлено, что он является человеком только отчасти, так как был рожден местной женщиной. А вот по отцовской линии приобретены генетические особенности, не свойственные известным человеческим гаплогруппам. Глазные впадины на черепе расположены ниже. Они слишком неглубокие и плоские, а значит, такие глаза вращаться не могли и состояли только из зрачков. То есть, скорее всего, они были стационарными. Всего различий между черепом звездного ребенка и человеческим черепом более 25. В результате ДНК-исследований ученые определили, что все это не результат мутации или болезни. Другая странность длинных черепов из перуанского некрополя, которую обнаружили ученые, касалась множественных следов успешной трепанации. Зачем операции на таких черепах проводили при жизни так часто, не совсем понятно. Возможно, с помощью хирургического вмешательства пытались как-то усилить свойства необычных черепов, например, способность к ясновидению. У этого черепа из Паракаса имеется металлическая вставка. Известно, что древний пациент пережил процедуру на сломанной кости, окружающей место операции, поскольку видно, что она плотно срослась с металлом. Операция прошла успешно. Металл вставки неизвестен. Каким образом в далекой древности успешно проводили такие сложные операции, остается загадкой. Поражает то, что по всему миру находят такие длинные и не только длинные черепа, еще и с признаками пулевого ранения. В 1921 году швейцарский шахтер по имени Том Цвиглар сделал научное открытие при работе в цинковом руднике в современной Замбии. На глубине около 18 метров Цвиглар извлек из земли череп раннего гоминида, верхнюю челюсть и некоторые другие костные фрагменты. Названный в честь места, где был обнаружен, череп Брокен-Хилл стал первым доказательством существования примитивного вида человека под названием Homo rhodesiensis – родезийский человек. Ученые предполагают, что возраст черепа составляет от 125 тысяч до 300 тысяч лет.
и в настоящее время его можно посмотреть в Музее естественной истории в Лондоне. На левой височной кости есть небольшое круглое отверстие, которое, по мнению криминалистов, могло быть вызвано только летящим с высокой скоростью снарядом. С противоположной стороны теменная пластинка раздроблена изнутри. Это говорит о том, что-то, что попало в голову древнего человека, проникло через левую сторону его головы, сохраняя достаточную силу, чтобы сломать кость на противоположной стороне. Разумным объяснением было бы то, что дыра была сделана стрелой или копьем. Но эти снаряды, летящие с низкой скоростью, оставляют на костях совершенно другие отметины. Когда стрела попадает в голову, она образует трещины на черепе, исходящие из точки попадания. На черепе Брокенхилла нет следов попадания стрелы. То есть все выглядит так, как будто люди древности могли не только проводить сложнейшие операции на мозге, но и производить оружие, которое стало широко применяться в известной истории мира только в 20 веке. На самом деле, таких черепов по всему миру немало. На другом конце света, в долине реки Лена, в России, археологические раскопки обнаружили череп вымершего зубра. Этот дикий бык впервые появился 2 миллиона лет назад и вымер около 4000 лет назад. Несмотря на то, что это животное жило очень давно, в те времена, когда, по идее, пистолетов еще не было, в черепе этого зубра имеется отверстие такое же, что и в черепе Брокенхилл. Костная ткань вокруг отверстия кальцирована, что позволяет предположить, что животное выжило после выстрела и его рана зажила. Но вернемся к длинным черепам. Немало черепов с удлиненной формой и увеличенным объемом находятся не только в Перу, но и, например, в Крыму. Чаще всего их находят в склепах на северном склоне горы Митридат. Там есть около 2000 склепов, и значительная часть была ограблена, видимо, в древности и в XIX веке, но там, конечно, ценности вытаскивали, а на черепа внимания не обращали. Вот черепа деформированные там оставались. Эти склепы исследовал главным образом директор Керченского музея Владислав Вячеславович Шкорпел, и в его отчетах упоминаются деформированные черепа. Теперь становится понятным рвение скифов и многих народов древности искусственно удлинять черепа. Например, с помощью плотного бинтования голов младенца. Становится понятным и многовековая мода жрецов и знати многих народов зрительно удлинять форму головы с помощью высоких головных уборов. Вспомните папскую тиару или огромные тюрбаны и шапки азиатских правителей. Властители в те времена не были просто номинальными хозяевами народной жизни. Их почти всегда называли посланниками Бога на земле, августейшими, то есть с латыни великими, святыми. А какие еще необычные древние черепа вы бы хотели обсудить? Пишите в комментариях ваши предположения и версии. Ставьте лайк, если считаете это видео интересным и полезным. Делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем удачи!